Добрый день, добрый вечер. У кого какое время, с вами Вивьена. И сегодня мы смотрим, и очень важно, не забывайте про энергообмен. Не забывайте про энергообмен. Мы смотрим про любимых, родных и золотых. Из-за чего он не находит себе места? Что случилось? Ну, посмотрим его, влезем в его мысли, и мы посмотрим на воски, и в то же время мы чуть-чуть его подчистим, потому что общие чистки, вы должны понимать, конечно, не счистят все. И не слушайте никого, что чистки общие все почистят. Нет, они просто снимают пыль с телевизора, а все остальное надо уже заказывать у мастера. Мои контакты, если вам надо лично, плюс потом все цифры, они находятся в шапке профиля, в описании, пожалуйста. И сначала мы будем смотреть на воске, а потом на знаках. Здравствуйте, с вами Вивьена, и мы начинаем смотреть сначала на воске. Из-за чего он не находит себе места, что случилось, что приключилось. Ой, горячо. Сейчас еще сольем. Так, на нем негативчик. Вон он прилипся, негативчик. Так, льем. Что с ним случилось? Сейчас рука моя мешает. Так, с деньгами что-то приключилось. С денежками приключилось что-то у нашего маленького обормотика. Мотика, котика. Кто смотрит мужчину, интерпретируйте под себя. Так, еще мы капаем. Так, больше не капает. А теперь увеличим и будем смотреть. На человеке негатив. Это вы должны видеть. Вот он. Прилиплость там. Сталактит. Мы подвигаем ближе и будем смотреть. Сейчас я еще возьму потом свечку другую, и мы еще капнем. Смотрите, из-за чего человек не находит себе места. На человеке сделано, на его сердце. Вот прям видите, сердце как хорошо вышло. А еще долбит это почему-то ему на почки. А почки — это наша жизнь. И вот видите, там сзади, вот она прилиплась. Вот видите? Это четко порченка. Порченка, видите? Прямо даже вот, видите, на что похоже? Прямо четко похоже, посмотрите. Можете увеличить себе поближе, как оно похоже. Прям сделали ему. Сделали на его великий и родной член мирового сообщества. Что еще? Здесь вышло две какие-то женщины, и он не знает, как выбрать. Вообще он очень любит такое вот женское общество, очень ему нравится. И смотрите, у него вышло как о двух головах. У него одна голова одно мыслит, вторая голова другое мыслит. Сердце перекрыто, вот оно сердце. Сердце перекрыто, он не находит себе места. Но дело в том, что у него еще есть проблемы с другого характера. Ему надо решить проблемы, которые у него стоят на первом месте. Это его какая-то карьера, его дела, его вот это вот мысли об этом. А его раздирает, потому что когда на человека делается какое-то воздействие опорченному, особенно кто привороженный, доказать, что он привороженный, невозможно. Девочки, даже не пытайтесь, не переубеждайте. Это тебе вот это делает, это тебе вот это. Он говорит тебе: дура, хватит мне какую-то херню плести. Сказала таким словом не очень хорошим, но литературное. У Есенина достаточно часто встречается. И могу вам сказать, что у человека в голове прям, у него вся голова трясется, руки трясутся, попа трясется, потому что он хочет вырваться, что-то, какое-то дело, а у него, как, знаете, он как в клетке находится, даже могу сказать, некоторые находятся как в ящике, из которого не вытащится. Прям вот напоминает что-то, поняли, какой ящик. И смотрите, что мы еще сейчас, давайте я возьму вот эту вот свечку. Вот здесь у нас свечка, я еще капну, просто как будто не достает, как будто не договаривает. Он о чем-то молчит и не договаривает, да. Смотрите, вот она идет, эта порченка, прямо она четко, эта порченка. О, и потухла свечка. Четко на человеке есть негатив, порча, НЛП, заставляют что-то делать другие люди под приказами. То есть это тоже нейролингвистическое программирование. Очень часто наши начальники знают, как надо над нами издеваться и как заставить нас делать то, чего мы совсем не желаем для себя.
Что здесь еще идет? Здесь идет, что... Почему он так? Ему как будто перекрыли крылья, на нем крест поставили. Он не знает, куда идти, направо, налево, а вперед дорогу перекрыли. А о чем он так переживает? Переживает, да, сердечные переживания о двух женщинах. Возможно, одна из вас. Вы заказывайте тогда лично мои контакты все в профиле. И, пожалуйста, плюсы, потом все цифры. И в описании, везде смотрите. Можете писать прямо в директ. Капает, 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 хвост капает. И мы счищаем, чуть-чуть счищаем, даем осмысление этому человеку, чтобы он шел, к вам пришел, у вас силу нашел, у вас радость жизни нашел. Отчего он так вот, у него так все мучится, потому что здесь действительно мы перегородили сердце, перегородили дороги. Крылья ему обрезали, и орелик наш взлететь не может. И за ним черное, вы знаете, вот как бывает самосвал едет, и вот эта солярка горит, черным все дымит. Все у него в жизни сейчас все задымленно. И поэтому он бы о любви хотел подумать, он бы о счастье хотел подумать, о карьере. Но пока, увы. Здесь мы сейчас его немножко подчистили, и одновременно и вас подчистили. Если надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Вивиена ясновидящая. Вивиена делает очень сильные чистки. Это мое предназначение. И классические, и через регрессию. А у нас все женщины по роду вот такие, ведуны мы. Вот такие. Всем счастья, блага, радости. И смотрим дальше на знаках. И мы смотрим дальше на символах, цыганских символов. Из-за чего он не находит себе места, что случилось, что в его мыслях, что с ним происходит. И посмотрите первую часть, там отливка, и смотрим на воски, и почему так, и там отливка, там четко дан ответ, почему. Пожалуйста, посмотрите. И теперь смотрим на знаках. Смотрим на знаках. Цыганских знаках смотрим. Так, из-за чего он не находит себе места? Да, у него думы думские. Вивиена ясновидящая. Я смотрю сразу по потоку, а вот эти вот карты, это для меня просто знаки. Они подтверждают истинность того, что я прочитала информацию правильно. У него мысли, он не знает, чего делать, он только мыслит. Вот он вышел сам. Он 2 раза вышел сам. Один с мыслями, другой вот он. Как я и сказала, в отливке о 2 головах. О 2 головах. Одна голова мыслит, другая в другую степь. Некоторые предпочитают говорить про эту карту, что это сглаз. В некоторых случаях она действительно сглаз, и это уже сглаз или порча, уже такая очень хорошая. Человек, у него проблемы сейчас, и он бесится от этого, и ему не находит себе места. Он бы об любви хотел подумать, а у него проблемы денежного характера, с работой что-то, вообще вот с тем, что... Знаете, он как ребенок, вот ему нужна помощь, он привык, что кто-то за него сделает, мамочка, бабушка, тетеньки, дяденьки, жены, ну кто-нибудь. Если это женщина, то женщина, которая любит, что за нее должны все сделать мужчина или кто-то еще. Да, проблема, вот я сказала о деньгах, увидела, что деньги, а деньги пришла карта следующая. Проблемы о деньгах, что у него он не находит из-за этого места, почему? Из-за этого болеет. И болеет он из-за того, что на него что-то наведено, и болеет он от того, что у него какие-то проблемы с деньгами, и, может быть, даже большие. И это не дает ему энергию любви, энергию идти вперед. Он думает о какой-то женщине, но другая что-то перегораживает. Мужчины, не бегайте тудым-сюдым. Женщины мы такие. Мы такие женщины. Так, думает он, если человек окольцованный, то он думает о своей супруге. Если человек, это не дает ему никак покоя, потому что он хочет свадьбу. Если он женатый, у него есть женщина, то он думает о ней. Именно о жене, не о сожительнице. Не путайте всякие гражданские браки с братством. Это сожительство. А само именно что такое свадьба, это отношения, которые называются муж и жена. Настоящие.
А если он не женат, то он думает о свадьбе, и действительно у него есть любовь, но что-то ему все время мешает, что-то прям вот потому, что на него что-то сделано, и он думает о своей возлюбленной. Или о жене у кого-то, кто женатый. Как бы вы ни говорили, он обо мне не думает, вы не знаете, чего он о вас думает. Потому что большинство жен, у нас все нормально, у нас все хорошо. Потом бац, дверь открывается, мужчина ушел. Он к ней пошел. Нет, он не к ней, он от вас ушел, потому что вы не хотели посмотреть, какой он, что у него за мысли, чего ему нравится, чего не нравится. Да, здесь идет такое, он не находит себе места, потому что он и думает о вас, и вот раздирает его. У кого-то это действительно будет негативное воздействие, но это он так решил. Потому что когда человек любит, когда человек с внутренним стержнем, хоть с чем его долби, может быть, у куска Марика, а у другого, который никчемный, безвольный, такой вот манипулятор, на него как ложится, как, знаете, как огромным мешком кирпичей по башке и через его мировое сообщество с двумя шариками. Так. И, понимаете, от того, что он весь заврался, а он заврался о двух головах, он уже не находит свое место, он не знает, что ему делать. И ему, знаете, то ли ему хочется одному побыть и обдумать, вот куда-то деться, то ли он боится быть один. Вот знаете, некоторые мужчины вообще не могут быть без женщин. Ну, у них, вы же знаете, что по всем преданиям древним, секс – это проклятие на земле для мужчин. Это проклятие на земле у мужчин, и поэтому они от этого страдают. Он почему-то не находит себе места о доме. То ли у него какое-то строительство в голове, то ли еще что-то. Знаете, вот так тянет домой. Но его не пускают. У кого-то руки связаны в кандалах, у кого-то почему-то какими-то заборами, у кого-то какими-то правилами. А его тянет. Почему? Потому что то ли он сам как вор убежал, чего-то схватил и убежал. Материальное, натуральное, духовное. И все его это все страдает, он страдает. И чем это все для него закончится? Знаете, а он все-таки надеется, что и вы как-то к нему подойдете поближе, и вы как-то опять обнимете его, и он не упускает надежду счастья. Но я могу сказать, что у вас он где-то внутри желает. Вы для него та женщина желанная. С другими он не находит то, чего он находит с вами. Да будет так. Да радости и добра, счастья. И посмотрите отливку и чистку в предыдущей часть 1. Да будет так.